Салем Достар! Здравствуйте, друзья! С вами снова Анастасия, и сегодня я вяжу манишку спицами. Довольно много мастер-классов по вязанию таких манишек на просторах YouTube. Я свой мастер-класс максимально упростила, чтобы даже начинающая вязальщица смогла связать такую манишку. Расчет на горловину манишки делается из расчета обхвата головы. Я вязала манишку на обхват головы 55 сантиметров. Ширина моей манишки 29 сантиметров. Длина всей манишки с отворотом у меня 31 сантиметр. И для начала надо измерить плотность вязания. У меня уже готова шапочка, и я измерю плотность вязания по ней. Моя резиночка немного растянута, и всегда плотность вязания я измеряю в резиночке в растянутом состоянии. Итак, у меня в 8 петлях 3,9 сантиметра. Исходя из этого, я рассчитаю набор петель на горловину манишки. В 8 петлях у меня 3,9 сантиметра. Сколько мне нужно набрать петель на обхват головы 55 сантиметров? Вычисляю методом простой пропорции. 8 умножаю на 55 и делю на 3,9. Получается 112,8, округляю до 112. И проверяю, делится ли у меня 112 на 4, потому что я буду вязать ворот манишки резинкой 2 на 2, поэтому мне нужно, чтобы у меня число было кратно 4. Мне подходит 112 петель, делится на 4. Набираю на горловину 112 петель. У меня пряжа Gazal Baby Wool XL в 50 граммах 100 метров, и я буду вязать спицами 4 миллиметра. Для начала беру спицы на короткой леске, спицы 40 сантиметров, и набираю 112 петель плюс 1 для замыкания в круг, всего 113. Набираю петли самым простым способом, оставляю кончик около 2 метров. Короткий конец нити располагаю к себе, вешаю на большой палец, длинный конец нити от себя и набираю самым простым способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Готово, я набрала петли, теперь одну спицу вытягиваю. Выравниваю наборную косу таким образом, чтобы петли не были перекручены. И замыкаю вязание в круг. Для этого перекидываю петлю с левой спицы на правую и петельку с правой спицы протягиваю через левую. Вот таким образом. А затем ниточки затягиваю и возвращаю петлю на левую спицу. И начинаю вязать резинку 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Таким образом вяжу резинку 2 на 2 18 сантиметров. Я провязала 18 сантиметров. Теперь мне надо распределить петли на погон. У меня было всего набрано 112 петель. На погон у меня пойдет по 6 петель. 112 минус 12 остается 100 петель. Делим напополам, получается 50 петель пойдет на перед и 50 на спинку. Это будет перед, это будет спинка. Также нужно вывязать небольшой росток. Провязывать будем вот таким образом 3 раза через 4 петли. Прибавки по погону будем делать в каждом ряду.
Маркеры я уже повесила. Погон у меня состоит из 6 петель, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Потом я отметила 50 петель и снова отметила погон, 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Итак, перед погоном делаем прибавку. Прибавку делаю самым простым способом. Вот таким образом накидываю петельку на спицу, маркер перекидываю и провязываю петли погона. Перекидываю маркер и снова делаю прибавку. Накидываю петельку на спицу. И далее провязываю петли спинки по рисунку до следующего маркера. И пока мы не провяжем петли ростка, мы будем работать только со спинкой. Будем идти таким образом. Вот мы начали отсюда. Это наша точка начала вязания. И вот таким образом мы пошли. Сделали 2 первые прибавки. Провяжем петли спинки. На погоне опять сделаем прибавки. Затем у нас будет первый росток. Развернемся. Второй росток. Третий. Четвертый. Пятый. И 6. Итак, продолжаем вязать петли спинки. Довязываю петли до маркера. Перед маркером прибавка. Маркер перебросила. Провязываю петли погона. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркер перебросила, прибавка. Далее провязываю 4 петли, 1, 2, 3, 4. Дальше вот эту петлю снимаю, перекидываю вот таким образом нить и разворачиваюсь. И отмечаю первую петлю ростка. Возвращаю петлю. И продолжаю вязать. 2 изнаночные, 2 лицевые. Дошла до прибавки. Здесь нам надо обязательно соблюдать рисунок. Вот эта прибавка, которую мы сделали, нам нужно провязать эту петлю изнаночной. Готово. Далее снова прибавка перед маркером. Маркер перебрасываю, провязываю петли погона. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркер перебрасываю, делаю прибавку. Прибавка предыдущего ряда изнаночная. Провязываю изнаночной. Следующие 2 петли лицевые, значит предыдущая должна быть изнаночная. Далее мы вяжем петли спинки до следующего маркера. Осталось провязать несколько петель. Итак, снова дошла до прибавки предыдущего ряда. Здесь 2 лицевые, значит следующая по рисунку должна быть изнаночная. Провязала и снова делаю прибавку. Перекидываю маркер, провязываю 6 петель погона. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекидываю маркер. Перекинула маркер, делаю прибавку и провязываю прибавку предыдущего ряда изнаночной, потому что следующие петли у меня идут лицевые. Итак, я сейчас нахожусь в этой точке. Мне нужно провязать 4 петли и развернуться. 1, 2, 3, 4. Сняла петельку, перебросила нить и развернулась. Далее эту петлю возвращаю, продолжаю вязать. Итак, прибавку провязываю лицевой,
Далее снова делаю прибавку, перекидываю маркер и провязываю петли погона. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая. Маркер перебросила, сделала прибавку. Прибавка предыдущего ряда лицевая, далее у меня опять лицевая. И дальше по рисунку до следующего маркера. Чтобы вы не запутались, напоминаю, сейчас мы опять идем по спинке до маркера. Итак, провязываю последние петли. По рисунку у меня здесь идет 2 изнаночные, лицевая, из прибавки также лицевая, чтобы рисунок совпадал, и следующая прибавка. Маркер перекидываю и провязываю петли погона. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркер перебрасываю, делаю прибавку и провязываю петли по рисунку. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная и так далее. Провязываем до петли с обвитием. Вот ее здесь очень хорошо видно. Вот она, петля с обвитием. Я накидываю эту петельку на спицу и провязываю эти 2 петли вместе вот таким образом. Сейчас, получается, я буду вывязывать вторую петлю ростка. Итак, первую петлю провязала всего 4. 1. Первая петля это была та, которая была с обвитием. Ее я провязала. 1, 2, 3, 4. Далее эту петлю снимаю, нить перебрасываю, петлю возвращаю на спицу и продолжаю вязать по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, далее прибавка предыдущего ряда должна быть лицевой и снова делаем прибавку. Дошли до петель погона, провязываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркер перебрасываем, делаем прибавку и вяжем по рисунку. Здесь у нас уже будет идти 1 лицевая, 2 изнаночные и так далее. Все по рисунку. Напоминаю, что мы идем сейчас вот отсюда снова по петлям спинки. Идем вот сюда. Провязываем петли спинки самостоятельно до следующего маркера. Итак, провязываю петли перед погоном. Напоминаю, мы сейчас находимся вот в этой точке. Идем наперед. Провязываю прибавку предыдущего ряда, это будет лицевая. Далее делаю прибавку, маркер перекидываю, провязываю 6 петель погона. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекидываю маркер, делаю прибавку и вяжу петли по рисунку. Лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая. И здесь вяжем до обвитой петли. Изнаночная, изнаночная. Накидываем обвитую нить на спицу и провязываем их вместе. Это была первая петля. Нужно провязать всего 4. 1 провязала, 2, 3, 4. Петлю снимаю, нить перекидываю, разворачиваюсь. Петлю возвращаю на спицу. Далее вяжу в обратном направлении до маркера. Перед погоном не забываем делать прибавку. Изнаночная, изнаночная,
Прибавка, маркер перекинула, провязываю 6 петель погона. Провязала, прибавка. Далее по рисунку. Итак, отмечу, что провязала эти петли ростка тоже. Идем по спинке до маркера. Почти довязала до маркера. Прибавка. Провязываю 6 петель погона. Один, два, три, 4, 5, 6. Маркер перебросила. Прибавка. И провязываю петли по рисунку до обвитой петли. Итак, вот она, обвитая петелька. Ее очень хорошо видно. Я сейчас, получается, вот в этой точке провяжу последние петли ростка. Итак, сначала провязываю вот эту петлю с накинутой петлей. Один, два, три, 4. Петлю сняла, нить перекинула, разворачиваюсь. Отметила, что провязала эти последние петли. Петлю перекинула обратно на спицу и вяжу до маркера. Перед маркером не забываю делать прибавку. Маркер перебрасываю и провязываю 6 петель погона. Маркер перебросила, делаю прибавку и дальше двигаюсь по спинке до следующего погона. Провязываем петли последние перед погоном. Делаю прибавку, перекидываем маркер, провязываю 6 петель погона. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркер перекинула, прибавка. И вяжу до петли с накинутой нитью. Итак, провязала до петли с накинутой нитью. Эту ниточку накидываю на спицу и провязываю вот таким образом. Это получается первая петля, всего 4. 1, 2, 3, 4. Петлю сняла, нить перебросила, вязание перевернула и вяжу до маркера. Отмечаю. Возвращаю петлю на спицу и продолжаю вязать. Перед маркером прибавка, маркер перебросила, провязываю 6 петель погона. И сейчас я нахожусь вот в этой точке. Итак, вот он, мой маркер был начало ряда. Петли погона я провязала. Также не забываем делать прибавки перед и после погона. Также не забываем петли прибавки подгонять под рисунок резинки. И далее нужно вязать, делая прибавки,
перед петлями погона и после петель погона, чтобы сама длина погона составила примерно 8 сантиметров. Сейчас у меня провязано 3 сантиметра, то есть еще 5 сантиметров я вяжу уже по кругу. Итак, продолжаем самостоятельно. Итак, я провязала, измеряю. У меня получается провязан погон 8 сантиметров. Я на первом маркере в начале ряда. И теперь я закрываю петли погона. Где лицевые? Провязываю лицевые, провязала 2 лицевых. Закрываю. Следующая изнаночная, провязываю изнаночный. Закрываю. Изнаночную провязала. Закрываю. Лицевую. Закрываю. Лицевую. Закрываю. Снимаю маркер. Провязываю следующую петлю и закрываю. Она будет относиться вот сюда. Теперь я возьму другие спицы, потому что одна сторона у меня останется на одних спицах, а вторую сторону я уже буду провязывать на других, потому что здесь уже длину переда и спинки будем провязывать поворотными рядами. Итак, провязываю до следующего погона по рисунку уже на новых спицах. Провязываем до следующего погона. Итак, довязываю до следующего маркера. Маркер убираю, петли закрываю, лицевая, лицевая, протягиваю, изнаночная, протягиваю, изнаночная, протягиваю, лицевая, протягиваю, лицевая, протягиваю. Маркер убираю, лицевая и протягиваю. Теперь у меня 2 половинки на разных спицах, и я продолжаю вязать по узору нужную мне длину каждой половинки. Обратите внимание, последние 2 кромочные и изнаночные. Все остальное очень просто вяжем по рисунку резинкой 2 на 2. Продолжаем самостоятельно. Я провязала переднюю сторону манишки, у меня здесь получилось 20 сантиметров. По спинке я провяжу короче, провяжу 10 сантиметров. И здесь у нас просто спицы, нет нити, поэтому для провязывания спинки нужно ввести новую нить. Берем ниточку и вместе с новой нитью первую петлю провязываем лицевой. Ввели новую нить. Дальше я вот так сразу 2 ниточками провяжу, чтобы не заправлять ее. Потом и вяжу. Дальше на необходимую мне высоту у меня это 10 сантиметров. И закрываю вязание здесь тоже самым простым способом, точно так же, как закрывала погон. Итак, готово. По спинке провязала 10 сантиметров, по переду 20 сантиметров, и теперь осталось спрятать ниточки. Берем иглу с тупым концом. И с изнаночной стороны заправляем ниточку вверх по столбику вот таким образом. А затем спускаем вниз.
Таким образом заправляем все нитки. Всем спасибо за просмотр. Также можете посмотреть другие мои мастер-классы на канале. Ну и, конечно же, я буду рада вашему лайку и комментарию.